Большое преимущество графических решений представляется их наглядностью, ясностью, очевидностью. Ошибки и недосмотры скорее замечаются при решениях чертежом, чем при вычислениях. Наконец, графические решения представляют еще то преимущество, что они не вызывают такого умственного утомления, как численные решения. Длинные арифметические выкладки представляют наиболее неприятную умственную работу, влекущую за собой заметную мозговую усталость. Исполнение чертежа не так вредно отзывается на психическом состоянии. Виктор Львович Кирпичев. В этом видео методами графической статики мы посчитаем однопролетную балку, загруженную 3 сосредоточенными силами. Итак, первым делом определимся с масштабом. Поскольку размерами листа мы не ограничены, примем, что 1 мм равен 1 кг силе. Таким образом, наши нагрузки будут равны 1000, 700 и 800 кг. Первым делом построим многоугольник сил. В произвольном месте ставим точку фокуса. Забегая наперед, скажу, что лучше всего, когда фокусное расстояние равно единице, потому что независимо от количества нулей после этой единицы, на единицу легко умножать. Запоминаем фокусное расстояние, оно нам потом понадобится. Из точки фокуса в углы многоугольника сил рисуем лучи. Теперь к расчетной схеме добавим линии действия опорных реакций и линии действия сил. Теперь методом параллельного переноса копируем первый луч таким образом, чтобы он пересекал линию действия левой опорной реакции и оранжевой силы. Далее второй луч ставим на пересечение линии действия оранжевой силы и первого луча. Таким же образом по цепочке поступаем со всеми остальными лучами. Убираем лишние хвостики. И вот у нас получился веревочный многоугольник Вариньона. Теперь ему нужно добавить замыкающую линию, которая соединит концы первого и последнего луча многоугольника сил. Далее замыкающую переносим в точку фокуса. Расстояние от пересечения замыкающей с многоугольником сил до концов многоугольника сил дадут нам значение опорных реакций. Вот мы получили значение левой опорной реакции и правой опорной реакции, естественно в килограммах.
Давайте обозначим их стрелками. Опорные реакции являются уравновешивающими силами в многоугольнике сил. Поскольку все силы параллельны, то многоугольник сливается в единую линию. Для наглядности сместим линию опорных реакций немножко в сторону. Вот левая опорная реакция. А вот правая опорная реакция. Многоугольник сил замкнулся, значит расчет выполнен правильно. Поставим уравновешивающие силы на свои места. При помощи веревочного многоугольника Вариньона можно посчитать, а точнее померить значение сгибающих моментов. Для этого нужно ординату в интересующей нас точке умножить на фокусное расстояние. Поэтому с самого начала я и выбрал фокусное расстояние, равное единице. И сейчас, чтобы получить значение сгибающего момента в килограмм на миллиметр, мне нужно просто дописать 3 нуля. А если я хочу получить значение в килограммах на метр, мне достаточно это значение умножить на единицу. Определим значение сгибающих моментов еще в двух точках. Как видим, веревочный многоугольник уже сам собой представляет эпюру сгибающих моментов. Но из-за его формы читать такую эпюру не особо удобно. Поэтому давайте перерисуем эпюру сгибающих моментов в более привычном для нас виде. Нарисуем линию пролета балки и снесем на нее координаты с веревочного многоугольника в интересующих нас точках. И вот наши эпюры изгибающих моментов со значениями изгибающих моментов в килограммах на метр. Добавим ей традиционные метки. У строителей принято рисовать эпюры относительно растянутого волокна, поэтому она у нас направлена вниз, и раз эпюра улыбается, значит изгибающий момент положительный. С эпюрой поперечной силы еще проще. Будем переставлять и соединять стрелки сил и реакций ступеньками, пока контур не замкнется. Начнем с левой опорной реакции. Она у нас будет направлена вверх. Далее рисуем горизонтальную линию, соединяем с линией действия оранжевой силы. В это пересечение ставим начало стрелки оранжевой силы, соединяем горизонтальной линией с линией действия зеленой силы.
Повторяем те же действия для сиреневой силы и для опорной реакции. Если мы все сделали правильно, то это расстояние должно быть равно значению правой опорной реакции, то есть эпюра должна замкнуться. Эпюра замкнулась, значит расчет выполнен правильно. Чтобы узнать значение поперечных сил, осталось их только измерить. Ну и, конечно, пометим, что это эпюра поперечных сил. Ну вот, расчет окончен. Не сделав практически ни одного арифметического действия, мы определили опорные реакции, изгибающие моменты и поперечные силы. И все это только при помощи графических построений многоугольника сил и веревочного многоугольника Вариньона. На этом все. В следующем видео графическим методом мы посчитаем однопролетную балку с консолью. Ну и напоследок, для тех, кто досмотрел до конца, результаты для той же самой балки, но уже полученные при помощи лиры Сапр. Изгибающие моменты и поперечные силы.